Сурикаты – это миловидные существа из семейства мангустовых, и они постоянно попадают в какие-то истории. Но давайте по порядку. Распространены эти сверхсоциальные животинки в Южной Африке. Из всех видов мангустовых сурикаты населяют наиболее открытые и пустынные земли, которые почти лишены деревьев. Они небольшие, весят всего около 700 грамм, а длина тела не превышает 35 сантиметров. И имеют они по 36 маленьких таких зубиков, чтобы раздирать плоть не только насекомых, змей и скорпионов, но и своих собратьев. Помимо собратьев, эти милахи едят скорпионов. Да-да, они вообще обладают повышенным иммунитетом к ядам змей и устойчивы, в отличие от человека, к яду скорпионов, обитающих в пустынях Калахари. Правда, укус особо опасных видов скорпионов может быть смертельным и для суриката. Но положение обычно спасает ловкость зверька, его молниеносная реакция и отработанность действий, в ходе которых он сначала избавляется от ядовитого хвоста скорпиона, откусывая его, а затем песком удаляет с хитинового панциря скорпиона следы яда. Скорпионами питаются как взрослые особи, так и детеныши. При этом взрослые не просто кормят малышей, а используют своеобразные стратегии обучения ловле и обезвреживанию скорпионов. Подземные норы сурикаты умудряются отбирать у африканской земляной белки. Так как колоний довольно много, они иногда пересекаются и начинается пушистая война, но с жестоким финалом, ведь умирает минимум один боец. Норы глубокие, обычно от 1,5 метров и глубже, причем имеют несколько входов. Если они живут в горном районе, то убежищами для них служат скалистые пещерки, ведут дневной образ жизни. В теплый день любят греться на солнце, принимая самые причудливые позы. Могут подолгу стоять на задних лапах, часто меняют жилище, и новое жилье зачастую оказывается в 2 километрах от старого. Сурикаты – высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии. Это единственные хищники, которые настолько социально организованы. Колонии сурикатов включают в себе 2-3 семейные группы, всего около 30 особей. Семейные группы враждуют между собой за территории, причем на их границах нередко возникают сражения, зачастую оканчивающиеся плачевно. Некоторые научно-популярные источники признают это некрупное животное одним из наиболее кровожадных. По их данным, до 5-й части в структуре смертности зверьков отводится на последствия их драк друг с другом. В семействе сурикатов абсолютный матриархат. Самка, которая взяла на себя роль предводителя, даже может быть в разы крупнее мужа. Однако справедливо заметить, что в клане выбирают и старшего самца. Сурикаты мужского пола тоже далеки от романтики. Их заигрывания происходят так. Самец нагло нападает на самочку, и они дерутся, пока девушка не уступит. Как только она устает сражаться, сурикат воображает, что теперь она ему принадлежит. В каждой колонии есть альфа-пара. Только эта пара может иметь детей, и если другая самочка беременна, то ей ничего не остается, как ждать, пока альфа-пара раздирает ее детенышей прямо у нее на глазах. После расправы у нее есть 2 пути – рвануть от них подальше в пустыню или стать прислужницей и кормить чужих детей молоком. Казалось бы, можно и беременной убежать и основать собственную колонию и развивать план по захвату мира, но сурикат не может выжить в одиночестве, поэтому приходится мириться с тоталитарным режимом. Однако при своей кровожадности сурикатихи очень хорошие мамы. Они закрывают детей своим телом от нападения хищников, например, орлов, даже если это и стоит им жизни. И, кстати, сурикаты – это единственные из млекопитающих, кроме человека, которые дают своим детям комплексное образование. Взрослые сурикаты обучают молодняк, как правильно строить дома, охотиться и воспитывать детей. Поэтому сурикаты, живущие в неволе, бросают свое потомство, потому что те не обучены, как позаботиться о будущих поколениях. Достигают полового созревания сурикаты примерно около 1 года. Самка суриката может приносить до 4 пометов в год. Беременность длится 77 дней или меньше. В помете до 7 детенышей, обычно 4 или 5. Новорожденный весит всего 40 граммов. Глаза он открывает на 14-й день, а на молочном вскармливании он находится до 9 недель. Детеныши выходят из норы на свет, когда им исполнится 3 недели. При социальном тоталитаризме не обойтись без языка. У сурикатов насчитали 30 вариантов крика. У каждой из фраз своя функция. Призыв к собранию, угроза, сообщение об обеде или пора сматываться. Кстати, зверьки могут увидеть хищника, даже если он находится на расстоянии более километра. Они тут же бьют тревогу и успешно прячутся. Сурикаты известны своей практикой организации сторожевых дежурств, когда один или несколько членов группы
поднимаются на задние лапы или забираются на высокие точки, чтобы следить за возможными угрозами, в то время как остальные члены группы занимаются поиском пищи. Сторожа издают громкие звуки для предупреждения о приближении хищников. На охоту ни один уважаемый себя сурикат никогда не выйдет без солнечных процедур. Просто ночью им становится прохладно, и чтобы восстановить температуру, мангустовые принимают солнечные ванны. И только после этого идут искать добычу. Кстати, их братья-мангусты часто живут неподалеку от колоний сурикатов и даже иногда устраивают совместные колонии. Сурикаты в дикой природе обычно живут около 8 лет, хотя иногда их продолжительность жизни может достигать и 10. В неволе, благодаря регулярному уходу и отсутствию хищников, сурикаты могут жить дольше, до 14 лет. В некоторых регионах Африки сурикатов, как и мангустов, держат в качестве домашних животных для ловли змей, скорпионов и мелких грызунов. А как вы думаете, какой образ жизни безопаснее – одиночество или социализм? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!